Здравствуйте, дорогие друзья! Дабы прервать просто почти бесконечный поток футбола в моем блоге, я сегодня решил опять отправиться в родную, любимую практически Академию РМК в городе Екатеринбург, столице Урала, пообщаться с одним весьма любопытным бойцом. Его называют Росомахой, и он действующий боец UFC, россиянин Алексей Кунченко. Учитывая, что у нас скоро в Москве опять турнир UFC, мне кажется, Алексею есть чего сказать по этому поводу, да и вообще по поводу того, что сейчас происходит в элите смешанных единоборств в мире. Поехали! Алексей, спасибо огромное, что уделили время. А какие сейчас на ближайшее время планы вообще в UFC? Вот UFC скоро в Москву приезжает. Есть ли желание там выступить? Возможность? У меня последний бой, конечно, прошел неудачно, поэтому сейчас начал организовывать сборы, приглашать ребят. Вот пригласили Шарапа Гетинова из Питера, так как он является тренером именно по борьбе, вот именно под ММА. И также он пригласил своих учеников, чтобы мы с ними поработали, потому что они тоже много где помогают, у них борьба получше, чем у нас. Поэтому такая ситуация, то что на данный момент было бы желание выступить в Москве, но хотелось бы побольше набраться борьбы, потому что последний бой я из-за борьбы проиграл. Поэтому рваться в Москву, выступать на коротком уведомлении не хотелось бы. И из-за этого в Москве то, что турнир проходит, это, конечно, хорошо, но если бы я заранее запланированный бой, конечно, можно было бы выступить. Но на данный момент я там уже дрался в прошлом году на этом турнире. Мне уже особо не интересно. Я бы хотел подраться в каких-нибудь других странах. Например? Например, планируют, в ближайшее время Сингапур, но опять же это 26 октября, я вот туда не успею подготовиться. А лучше всего, конечно, это декабрь. И сам могу подготовиться, и борьбу натаскать, потому что в данный момент запланировали поездки, чтобы можно было потренироваться, опытом поделиться с борцами. Я мог бы хотя бы за эти 2 месяца набрать форму какую-то определенную именно в борцовском плане. И потом выступить где-то в декабре, планировать в Корее провести турнир. В принципе, это только мои планы так. Я не знаю, какие планы у UFC на меня, поэтому я здесь немного что-то решаю вопрос. Хотя я могу где-то примерно повлиять на это каким-то образом. То есть вы сейчас взяли в каком-то смысле стратегическую паузу, да? Потому что я недавно общался с Петей Яном, он прям просто копытом бьет и говорит, что он уже прям хочет до конца года обязательно подраться. У него, в принципе, перерыв нормальный был. Прооперировался, восстановился, у него было время. Естественно, ему уже скучно, ему охота уже заниматься, потому что перерыв у него был 2 месяца. И время ему дали предостаточно, получается, у него выходит, что в декабре тоже бой будет. Естественно, ему охота драться в этом году. Потому что 5-6 месяцев простой, это тоже нехорошо. Если, например, между боями хотя бы недели 2-3 отдыха делаешь, и потом через 2 месяца боя, это, в принципе, достаточно. Это нормально для бойца. И восстановиться, и подготовиться к бою. У него чуть простой побольше был, конечно, он сейчас голодный до боев, ему надо драться. Сам факт того, что UFC уже в очередной раз проводится в России, то есть был уже турнир в Москве, турнир в Петербурге, да, один из главных функционеров UFC сказал, что это чуть ли не 5-й результат по просматриваемости вообще в истории организации. Для российского ММА, для российских смешанных единоборств, это насколько вообще важный шаг, что UFC у нас уже довольно плотно закрепился? Это очень важно для молодежи, да и вообще даже для нас, которые спортсмены, выступающие именно уже профессионально в этом поприще. Поэтому, которые проводят у нас организации, это, во-первых, она считается самой, можно сказать, сильной организацией вообще в мире. И то, что в России проводят, для нас это, конечно, был определенный какой-то такой малый шок, что проведут в Москве, потом в Питере. Если они будут часто проводить, естественно, для нашего рынка это будет очень хорошо, то, что такие турниры проводятся. Потому что каждый младенец или кто-то там спортсмен, который даже не знает
как бы не занимается этим видом спорта, даже хоккеисты. Вот вчера я видел хоккеиста, и то уже подошел, узнал меня, понимаете? Даже им уже интересно, хотя не в другом виде спорта, что этот популярный вид спорта развивается. Для нас это будет очень хороший толчок, если, конечно, у нас такая организация. И вот, представьте, у нас проводят UFC, все люди просто, кто занимается этим видом спорта, болеют, начинают просто приходить заниматься для себя. И много профессиональных спортсменов, которые у них появился шанс туда попасться, это мотивация для того, чтобы пополнять залы. И наше поколение, чтобы занималось этим спортом, это тоже плюс, что наши дети будут как и физически крепкие, здоровые, характером сильные, чтобы не увлекались там гаджетами, не были слабыми, потому что сейчас на данный момент все очень сложно с этим. Согласен. Ну вот я когда с Петей общался в конце прошлого года, как раз на тему русских в UFC, приходящий в Россию, он сказал такую мысль, что русским в UFC довольно сложно по ряду причин, там, начиная от языка, заканчивая просто тем, что нас пока не очень так как бы серьезно там воспринимают, пока мы не начали все сметать и побеждать. Вот вам сложно, вы в UFC, вы там 3 боя уже провели. Вот сложно там? Да ничего сложностей никаких нету, если с тобой рядом находится человек, который знает английский язык, а так есть языковой барьер. Потому что я английский язык очень плохо знаю, бывает, что приедешь куда-нибудь, с тобой менеджера нет, или кто-то знает английский язык, и поэтому вот максимум, что у меня есть, это языковой барьер, что я не могу объяснить. Иногда уже сейчас телефоны есть, написал, все. В принципе, это все решаемо. Либо я могу позвонить там, ну так. Так-то, конечно, лучше знать английский язык, потому что Петр явно сказал, что публика любит, когда ты общаешься. Больше заметен. Естественно, если я подрался, буду молчать, я не могу на английском говорить, они, в принципе, не особо обращают, потому что там бывает, что диалог ведется все на английском. Ты должен понимать, что говорят, с бойцом переписки делать, какие-то там общения должно быть, что-то фанатам говорить на английском, и это приятно. Поэтому есть вот эта сложность, у нас это языковой барьер. Ну и в России то, что сложность есть, у нас то, что не так часто будут турниры проводить из-за того, что трансляции там ночью у нас, у нас вечер, у них там ночью, и они спят, пока мы деремся, поэтому невыгодно им тоже в плане то, что трансляцию они не могут там продать. И американец там не станет утром и будет смотреть русского бойца, потому что они даже не знают, они все думают, что мы ходим по снегу здесь до сих пор, что у нас даже жилета нету. И то, что здесь у нас медведи на дороге выбегают. Они спрашивают, да, бегают. Ну и так им отвечаешь, прикалываюсь. Многие не знают вообще, что такое Россия. Поэтому какой им смотреть прямые трансляции. Но мы о себе это заявим, потому что уже 3-й турнир в Москве будет, все равно людям надо прививать это. Показал 1 раз, 2-й, 3-й. У нас появляются новые звезды, вот как Петр Ян, Магомед Шарипов, они появляются на этом рынке как бы и закатывают довольно хорошие бои, что привлекает публику не то, что нашу, то, что мы их знаем, а иностранную публику. Вот за счет этих звезд они прославят нашу Россию. Вы недавно в интервью перед боем Хабиб-Порье назвали Хабиба самым главным спортсменом страны. Я как бы не буду спорить с этим. Почему? Потому что на данный момент вы все видите, это факт, что он уже выиграл пояс, защитил пояс, в принципе. Что еще нужно доказать? Ну, может еще раз защитить пояс. Все же понимают, что как он выигрывает бои. Считаю, все досрочные бои. Тоже Коннора он выиграл, он его задушил. Также сейчас Порье тоже готовился столько месяцев, он его просто... Ну, вы сами видели, он его просто снес. Вот и все. Какие вопросы могут быть? Если бы он там кое-как выиграл по очкам, ну, еще бы там он в чистую всех выигрывает, никто не может с ним ничего сделать. Поэтому... Леша, а кто-то вообще может к нему приблизиться, вообще конкуренцию составить, какой-то бой дать? Потому что действительно он всех сметает, по большому счету. Не знаю, Гейджи что-то пытается там. Ну, конечно, все пытаются заработать денег с ним, потому что он сейчас популярный боец, с ним хотят заработать денег, все пытаются, я хочу с ним драться. А до этого почему-то никто с ним не хотел драться, что самое интересное. Естественно, стал платежеспособным, из-за этого начинаю там говорить, я его выиграю, тот выиграет. Ну, на данный момент
Я даже не могу сказать, кто его выиграет в этой весовой категории. Возможно, если он перейдет в 77, ему посложнее будет, потому что весовая, там, естественно, там уже физически, я не знаю, справиться нет. Но на 70 я пока не вижу у него конкуренции. Потому что тоже Фергюсон говорят, что он опасен. Ну, я не вижу, что он опасен. То, что он пьет, постоянно идет вперед, бьет своими костями, там, ну, он худой такой, неприятный, конечно, но перевести его в партер очень легко, он невольный. То, что в партере он там что-то ему сделает, навряд ли, что он ему сделает, потому что Хабиб, я думаю, если бой состоится, он его также выиграет. Да, он терпеливый, он маленько такой, безбашенный, но он его законтролирует, потому что он чувствует очень хорошо борьбу, он знает все, где законтролировать, где защититься, и не даст ему возможность ничего сделать. И я думаю, что он его также может досрочно выиграть, либо задушить, либо еще что-то сделать. Если даже по очкам выиграет, ну явно. А если говорить вообще про мировую арену, кого вы считаете сейчас самым мощным бойцом ММА, если брать вообще все весовые категории? Все весовые категории, если брать, ну я могу просто сказать, кто как более интересно дерется, там, в стиле еще удара. И я бы, вот Сихуда вроде бы, вот интересный такой борец, он как бы олимпийский чемпион, насколько я помню. Очень мне нравится, как он дерется. Разнообразный, и в стойке работает, и борется. Такой интересный вот боец. Вот Ян Сихуда был бы очень мощный бой, да? я бы, да, посмотрел бы этот бой, очень интересный бой был бы. Ну, последний вопрос. Вот вы говорили про то, что вы сейчас такой берете небольшую паузу, передышку, подготовку там и так далее. А есть ли какой-то соперник, с которым вот вам бы хотелось подраться там, в ближайшем будущем? Ближайшее будущее, блин, я даже не планирую, если честно. Если хотя бы мне бой назначить какой-то, да, в ближайшее время, уже хорошо будет, потому что могут там затянуть бои, не всегда там могут давать часто бои, поэтому сейчас что-то просить мне, с кем я хочу драться, у меня даже в голове такого нет, честно, вот как сейчас есть, я так и говорю. Но если будет возможность там с кем-то подраться, ой, я не знаю, ну, я бы вот Масвидаль подрался, интересно, он публичный, за счет него я бы и сам распиарился, ну и подрался бы с ним. Он не борется, в основном стойке работает, интересно, вот такой в стиле. Также говорил, что все равно ковбоем хотел подраться, но он на 70 сейчас перешел, дерется, тоже интересный такой боец. Ну вот так вот, в принципе, такие вот планы. Как бы хотел. Масвидаль это прям новая звезда, да? Потому что как он Аскер. Ну, Аскер, ну, вырубил все, и сразу же стал популярным. Хотя до этого он много дрался, столько лет, и как бы не особо, ну, знали, а здесь, видите, как один бой решил, все. Как бы, ну, с ним интересно, он такой. Он опасный. Он опасный, да, и он выходит рубиться на самом деле. С ним это интересно было.